Это микирург. Когда мы посмотрим на глаза, мы видим изменения, но Donatella Versace. Губы, да, человек себе увеличил. Как она ужасно выглядит, как же ее испортили. Рене Зельвегер – изменения во взгляде. Больше изменений вы не увидите. Мелким афроамериканцам не мечтают об узеньком носе. Мы видим вот эти вмятины на носу, которые дают неестественные блики. Тара Рейд показывает нам, как может измениться женская грудь с имплантами с возрастом. Так, друзья, всем привет! Сегодня в Hit Fuck Up мы обсудим неудачные операции известных личностей. Мы можем найти эти фотографии в интернете, в гугле, они обсуждаемы. И мы разберем с хирургической точки зрения, так ли все плохо, ошибка ли это доктора, а возможно это просто возрастные изменения. Первый гость у нас сегодня это микирург. Многие девушки скажут: о боже, какой он был красавчик, как его испортили, он стал выглядеть ужасно. В первую очередь мы всегда обращаем внимание на глаза человека. Вот самые большие возрастные изменения это во взгляде. И именно блефаропластика дает самый лучший или самый худший омолаживающий эффект. И это как раз тот вариант. Смотрите, объясню. Закрываем глаза и оцениваем, как изменился человек с годами. Видна ли здесь пластика? Виден ли здесь результат операции? Мы видим возрастные изменения. Мы видим, что человек набрал в весе, мы видим, что он стал, более отечным. Даже если мы проговорим о нижней трети лица, возможно, была какая-то небольшая инъекция в зону губ, но если мы сравним с губой в молодости, то мы видим, что, скорее всего, она такой же и была. Когда мы посмотрим на глаза, вот здесь мы видим изменения, но, что важно заметить и помнить, в молодом возрасте положение брови было выше. С возрастом у всех мужчин брови падают, потому что мышцы становятся тяжелее, и под весом лоб начинает опускаться, и брови тоже начинают опускаться. И так как положение бровей изменилось, то, конечно же, и кожа тоже опустилась. Вот видите, в молодом возрасте у микирурга уже верхние веки практически накрывались. А с возрастом, наоборот, в результате блефаропластики взгляд более открыт. И, кстати, и бровей меньше стало. И поэтому мы уже не так воспринимаем человека. Плюс к этому всему мы видим разрез после нижней блефаропластики, после подтяжки нижнего века. И нижнее веко, оно, видите, максимально прямое. То есть если здесь у нас вот такая линия глаза, то здесь взгляд прямой, потому что здесь подфиксировали, слишком натянули. Что я могу сказать? Возможно, был дополнительный какой-то объем, но скорее всего этот объем, изменение объема лица, это возрастные изменения. И то, что видно как хирургу, это изменение формы разреза глаз. Вот и все. Как раз если бы человек хотел быть более похожим на себя молодого, он должен был обратиться к пластическому хирургу, сделать липосакцию нижней трети, похудеть, подтянуть кожу, и тогда он бы стал похожим на себя в молодости. Donatella Versace. Очень обсуждаемая личность. И все говорят: боже, как она ужасно выглядит, как же ее испортили. Если мы сравним фотографии Donatella Versace в молодом возрасте и сейчас, как хирург, какие я вижу изменения? В первую очередь объем губ. И я думаю, скорее всего, там биополимер. По объему и по тенденции, как это было раньше, возможно, филлер, я не знаю, может, жир. Но губы, да, человек себе увеличил. Вот так он себе решил. Но все остальное – это результат возрастных изменений. Смотрите, положение брови. Брови опустились. И вот это вот расстояние, оно становится короче. Как раз если бы Donatella обращалась к пластическому хирургу, ей бы хирург предложил поднять брови так, как это было в молодости. Следующий момент – это опущение кончика носа. Видите, здесь положение
кончика выше, а здесь ниже. Если бы Донателла обратилась к пластическим хирургам, то с целью омоложения ей бы приподняли кончик, изменили и вернули бы нос в ту форму, которая была в молодости. И напоследок, что мы видим, это опущение возрастное жировых пакетов. Вот жир, который опустился, он дает вот ту самую вот такую носогубную складку, которая старит и которая делает человека более уставшим, ну и придает ему возраст. Поэтому, если мы говорим о Донателле Версаче, у нее типичные возрастные изменения, и это не результат операции. Рене Зельвегер. Обсудим, что с ней произошло, почему она так изменилась и перестала быть похожей на себя. Многие из вас увидят изменения во взгляде. Больше изменений вы не увидите, но это тот самый пример, насколько важен взгляд человека. Я могу понять, почему Рене сделала данную операцию. Когда нависает кожа на веке и когда отекает жир утром и вечером, это неприятно. Я общаюсь с клиентами, клиенты пытаются себе помочь патчами, еще чем-то, какими-то препаратами, мочегонными. Но когда ты постоянно работаешь, а тем более человек на съемках, с возрастом это начинает надоедать, и человек начинает искать пути решения данного вопроса. Она пошла к пластическому хирургу. И вот здесь уже вопрос к пластическому хирургу. То есть обсуждалась форма глаза. Есть несколько вариантов. Что можно было бы сделать? Можно было бы как вариант просто убрать вот здесь жировые пакеты и убрать такую вот отечность. И даже если убирать кожу, то убирать ее не так много, убирать ее по минимуму, чтобы сохранить тот самый взгляд. Что мы получили? И тут уже опять-таки вопрос к Рене, к доктору, они же это обсуждали. Видите, иссечена кожа, и из-за того, что убрали большой объем жировых пакетов, взгляд изменился. Видите, он стал более пустой, и он стал более возрастной. То есть вот эти заваленные глаза, когда недостаточно объема, человек выглядит старше. Лил Ким – это американская актриса, исполнительница. Что произошло с ней? Значит, у нее пример, в первую очередь, не совсем удачной проведенной ринопластики. Мы видим вот эти вмятины на носу, которые дают неестественные блики, неестественную тень. Большинство афроамериканцев, они хотят узенькие, маленькие носы, потому что зачастую они у них очень широкие, они мечтают об узеньком носе. Но для того, чтобы получить узенький нос, нужно иссечь много ткани. И вот это иссечение дает рубцовый часто процесс, который втягивает ткань, и получаются вот такие завалы, получаются такие впадины. Поэтому, я так понимаю, здесь уже результат после коррекции. Если бы человек был бы недоволен, то можно еще подкорректировать нос, как бы вот так. Тара Рейд показывает нам, как может измениться женская грудь с имплантами с возрастом. Сейчас я вам нарисую и объясню. Я уже не раз говорил, что если у вас от природы груди нет, то радуйтесь. Это говорит о том, что у вас нечему будет провисать, обвисать, и проблем у вас не будет. Но Тара установила себе импланты. По контуру мы видим, что образовалась капсула довольно грубо. Скорее всего, здесь есть капсулярная контрактура, второй-третьей степени так точно. И получается, что мышцы ослабели, капсула, она уже вместе с тканями тянет, и под весом имплант начал спускаться вниз вместе с тканью. Также, исходя из контура, имплант либо выскочил из-под мышцы, либо был установлен над мышцей. И, кстати, я думаю, что вариант установки над мышцей наиболее вероятен, потому что контур вот здесь очень-очень четкий. То есть либо ее сильно-сильно надсекли, эту мышцу, либо же просто установили над. И имплант не имеет борта, он ходит как хочет и, соответственно, уже начал опускаться. Потому что если ставить под мышцу, то мышца придерживает здесь немного. Она не прямо удерживает. Еще также очень важен материал импланта, текстура импланта. Если он очень гладкий, если это, допустим, имплант с физраствором, вот в Штатах тоже любят это делать ставить,
тогда формируется вначале слабая капсула, он немножко проседает, а потом эта капсула утолщает. Ну, одним словом, как исправить данную ситуацию, это подтяжка. Это если установленный имплант надмышцы ставить под мышцу и делать подтяжку груди, поднять то, что опустилось. Вот такой краткий обзор 5 известных личностей. Мы будем продолжать это делать. Напишите в комментариях, кого вы хотите обсудить, о ком вы хотите узнать, делали или не делали. Я с радостью расскажу вам. Всем спасибо, подписывайтесь и советуйте эти выпуски своим друзьям.